Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать несколько орхидей, которые ведут себя не так, как хотелось бы. В основе, конечно, новички всегда заблуждаются именно в том моменте, если орхидея у них либо начинает зацветать, либо она цветет, и они думают, что это хорошо. Некоторые тоже спрашивают, консультируются где-то в социальных сетях и показывают, допустим, у орхидеи. Ну, происходят какие-то проблемы, не знаю, там гнилостные процессы, и при этом она у них цветет. И они утверждают именно такой момент, что с ней все хорошо. Конечно, это всегда я слышу только лишь от новичков. Ребят, знаете, орхидеи, ну, многие говорят, что за ними очень сложно ухаживать. Если понимать принцип вообще именно ухода за орхидеями, не лечение, не восстановление, а просто лишь уход, то они вообще неприхотливы. И есть у орхидей такое, что не сегодня, завтра ей погибнуть, и она либо дает последнее цветение, или же это цветение у нее есть на данный момент, она все свои последние силы отдает, а уже потом погибает. Я вам хочу еще раз показать наглядно, каким орхидеям нужно давать цвести, можно давать цвести, а каким лучше не стоит. Вам представлено несколько орхидей. Но, ребят, вот одна здесь стоит маленечко не в тему. Просто я вам хочу показать и, наверное, похвастать. Посмотрите, вот такая вот орхидеечка. В данном видео можете про нее посмотреть. Что же вообще изначально было? Я эту орхидею купила себе как уцененную. Но когда она пришла ко мне вот в том состоянии, в котором вы можете посмотреть в том видео, я, конечно, очень сильно огорчилась, наверное, да. Я предполагала, что она будет там с какими-то проблемами, но я не думала, что она будет настолько убитая. В общем, у этой орхидеи было 2 листика. Один вот здесь вот от основания еле-еле держался. И в итоге он все равно отжелтел, орхидейка его скинула. Данный листик был как тряпочка. Он был весь морщинистый напрочь. Сейчас мы можем посмотреть вот такую идеальную картину. Лист у нее очень и очень даже упругий. В этом плане все у нее восстановилось нормально. И даже вот эту вот опору ее можно убирать. Ну ладно, я пока ее убирать не буду. Пусть она здесь стоит, пока не нарастит себе листья. И, конечно, так что я и хотела, что я и ожидала от данной орхидейки, это именно рост нового листика. Потому что видите, какая была ситуация. Она осталась всего лишь с одним листом. Так, сколько у нас времени прошло? Пришла она ко мне 10 февраля, ну, грубо говоря, получается месяц. Как находится у меня. И, ребят, я вообще очень сильно довольна этой орхидеечкой. Это красивый, потрясающий сорт, о котором я, наверное, давным-давно мечтала. Как только я увидела, вообще как только начала заниматься орхидейками, где-то в просторе интернета увидела вот такую орхидею, я сразу ее полюбила. Ну и, конечно же, новые корешочки и вот эти продолжают свой рост. И от основания вот она растит. Здесь был листик, и в этом месте теперь образуются и наращиваются новые корни. Также замечаю, что внутри грунта тоже вот они, корешочки прорастают. Возможно, скоро у нее будет пересадочка. Так что эта орхидейка без проблем у меня адаптировалась. Она уже все адаптировалась. Что такое адаптация? Ну, что такое успешная адаптация в домашних условиях, то есть наращивание листьев и корневой системы. Все. Проблем с этой орхидеей у меня, я думаю, что не должно никаких быть. Она сейчас начнет наращивать листья, наращивать корни и будет уже в будущем меня радовать своим цветением. Вот такая потрясающая у нее история и результат. Корневую я ей проливала 3 раза с привикуром. Теперь уже можно давать, ну даже антистрессовые препараты можно не давать, потому что сами видите, что рост он идет. Допустим, какие-то просто стимулирующие препараты в виде янтарной кислоты, циркона, что-то прочего.
Также могу ее с реанимационного окна убрать уже ко всем другим орхидейкам, потому что нет никаких гнилостных процессов, а орхидея в идеальном нормальном состоянии. Ну что, ребят, вот эти орхидейки я вам сейчас хочу именно показать. Давайте начну, наверное, с самой интересной орхидеи, от которой я вообще не ожидала, что получится так, что орхидея у меня начнет цвести. Ее вообще участь была отправиться в помойку. Я ее забрала у своей знакомой. Она говорит: Лена, ну либо выкидываю, либо не знаю, что хочешь, не то и дело. Это прекрасная орхидейка сорта Манхэттен, как мне сказали. Буду, конечно, надеяться. За ней я ухаживаю, ну, наверное, так скажем, 1,5 месяца. Поливаю ее. И внутри грунта я пока не наблюдаю никакого роста новых корней. Но эти корни, которые есть, они нормальные, они не гниют, все хорошо в орхидее. Также в плане тургора листьев тоже нормальный, который местами вот этот тургор не восстанавливается, но это и по причине, наверное, того, что корневой системы внутри новой нету и листик питать нечему. Я вообще изначально думала установить ее кверху листьями, чтобы восстановить тургор, но они листья у нее, знаете, вот так наклонены и все. Если начну их наверх загибать, я могу вот здесь листовую пластину сломать. Мне это тоже незачем. Я на нее смотрю и вижу, что ее, в принципе-то, все устраивает. И претензий у меня к ней нету. И вот сегодня, буквально сегодня, я что-то хожу, кручу, смотрю и наблюдаю, что у нее, видите, от основания вот этот листик, он как будто бы желтеет. Но видите, возле листика что прорастает? Это, ребят, цветоносик. Я думаю, что орхидея решила вот таким образом меня отблагодарить, что она не отправилась в помойку, а теперь, конечно, будет уже цвести. И дам ли я ей цвести? Вот сейчас маленечко отодвинула мох, вижу, что корешочек новый проращивается. Значит, тоже адаптацию она у меня прошла успешно. И этой орхидейке, возможно, я дам цвести. Я посмотрю за тот момент, когда она нарастит себе цветонос, и что вообще с орхидеей будет в целом до открытия бутона. Если она справится, то оставляю. Но если я начну замечать именно то, что орхидейка чувствует себя плохо, не знаю, начинается какой-то гнилостный процесс, листья тургор теряет, я цветение убираю, это однозначно. А в целом мне нравится. И орхидейки тоже у меня понравилось. И когда вот орхидея ведет себя так, что вместо того, чтобы наращивать корневую систему вместо цветения, ну а что сделать? Здесь уже, конечно, ничего не поделаешь. Но, ребят, нужно смотреть по ситуации. Не дай бог, у нее была бы плохая корневая система, либо что-то у нее совсем было плохо с листьями, и тургор был у нее вообще потерян. Конечно, я бы ни в коем случае ей цвести не дала. Я бы все равно подождала, когда она нарастила цветонос, и первый бутончик сформировался, я бы его удалила однозначно. Что и произошло вот с этой орхидеей. Буквально недавно вам ее показывала. Она досталась мне наследство по причине того, что у нее нет точки роста, а в этом месте наращивается детка. Кстати, мне ее нужно будет уже отсаживать. Все. Корневая есть, листики хорошие, проблем, я думаю, не будет. Вот у нее было цветение. Вот она наращивала себе нового цветоноса. Буквально недавно я его отломила специально, потому что начали завязываться, ну, наращиваться бутончики. Видите, какая орхидейка сама по себе. Если бы это была целостная, да, нормальная, здоровая, я бы ей дала цвести. Но это именно орхидея, и этот цветонос принадлежит именно материнскому растению, у которой нет точки роста. А зачем нам, больной орхидеи, давать цвести? Ни в коем случае нельзя. И посмотрите, ребят, убрала я ей вот здесь вот именно бутончик, а она опять что-то у меня наращивает. Возможно, это тоже цветонос. Тоже такая же ситуация будет, если вдруг начнет формировать бутоны, я его удаляю. Ей орхидеи этой абсолютно не нужен. Таким орхидеям я никогда не даю цвести. Даже вот эти почки старые, которые есть, я отсюда буду ждать только лишь деток. Начнется именно вот такая ситуация, все совсем буду убирать.
Вот такая орхидея тоже досталась мне в наследство. И вот так она должна будет цвести. Но наследство вот по причине того, что у нее загнила шея. Я зачистила. Все вроде бы хорошо, нормально. Растет в мху. И корневая система, она у нее здесь не богатая. И не сказать, да, что какие-то гнилостные процессы. Но корневая система маленькая. Неплохая, но маленькая. Ничего, ладно. Думаю я. И стоит, в общем, недавно тоже подхожу. Я сильно как-то к реанимационным орхидеям в последнее время не заглядываю. У меня там сильно времени нет, только если для полива. И замечаю вот что. Она хочет цвести. И этой орхидейке я дам цвести, потому что у нее все нормально. Но опять же, видите, ситуация такая. Она еще не адаптировалась. То есть у нее нет роста новых листьев. У нее нет роста корневой системы. И на тот момент, когда она начнет вообще формировать весь, наращивать цветонос и формировать бутоны, я, конечно же, за ней буду наблюдать. Бывает такое, вот я тоже по ним замечаю, что еще не адаптированная орхидея, то есть без роста корневой системы и листьев, начинает цвести, но это тоже становится чревато. Со временем корневая начинает портиться, поэтому я за ней буду наблюдать. И сейчас такая тоже ситуация, что видите, у нее вот это магазинное цветение здесь было. Оно ей уже не нужно, я отстригаю. Кто-то оставляет, но и ждут, когда вот здесь вот потом наращиваются, доращиваются цветоносы. Но я не вижу этой красоты именно в доращивании цветоноса, я их сразу удаляю и перекисью водорода примакиваю. Все. Наблюдаю за ней дальше. И вот такая вот орхидейка, которая давно у меня уже, получается, в октябре, 29 октября прошлого года я ее сюда пересадила. Не знаю я, конечно, что я буду делать с данной орхидеей. Ситуация-то у нее какая? Ситуация у нее именно вот такая, что она наращивает цветонос. Посмотрите, как интересно. У нее листья сами по себе, они вот компактные. Они вот в самой розетке, в самом стволе, вот прям, как вам объяснить-то правильно? Видите, здесь они, сам стволик, он более открытый, и листья они более раскидистые. А здесь вот все вот так прям компактно. И когда начинают проращиваться корни, они всегда вот так вот растут сюда кверху. И цветоносы тоже, видите, ей пришлось, вот почему, не знаю, она пробила вот этот лист, и вот сюда вот пошел именно рост цветоноса. Я вообще подозреваю, что этот цветонос, он начнет расти у нее куда-то вниз. Но именно насчет самого цветения, будет ли оно у орхидеи? Я, конечно, думала пересадить, вообще перекопать эту пересадку, потому что я смотрю, что орхидейки, ну, сидит, вроде бы сидит, вроде бы ничего. Что было, то догнило. Вот они видно, вот корешочки плохие, вот корешочки плохие. А новые, ну знаете, я новые, это там внутри-то посадки не замечаю, я замечала их вот отсюда. И вот видно их серенькие. И они, видимо, ушли уже туда, внутрь грунта. Вот тоже новый корешочек. Посмотрим. Я на данный момент ее трогать не буду, а хотелось бы. Потому что тоже вот листья, они у нее тургор восстановить еще не могут до конца вот здесь вот тоже. Но с другой стороны, может быть, оно и непонятно. Почему она не может восстановить тургор? Возможно, что так корневая система, которая питала именно эти листья, вот эти листья, она погибла. А вот эти листья, которые новенькие, они у нее хорошие. Твердые, упругие, нормально. Возможно, что это и есть вот эта вот новая корневая система. Вот видите, вот эти сверху корни, первые, так скажем, от шейки, они в основе питают именно первый ряд листьев. Ну и вот так вот и пошло-поехало. Если взять серединные листья, то значит серединная корневая система питает, а вот эти нижние, которые, ну уже видите, в таком морщинистом состоянии, я их, конечно, не убираю, я их здесь оставляю. Если нужно, орхидейка заберет отсюда все питание и корневую систему. Я также вижу, что там есть местами пропавшие. И на данный момент я ничего с орхидеей делать не буду. Я буду за ней наблюдать. И лишний раз тоже потрошить их и доставать из грунта я не люблю. Вот прям категорически. И вот корневая есть, посмотрим. Может быть, она вот сейчас, ну, в скором времени, да, прорастет сюда, я ее увижу.
И думаю, что будет нормально. Но если ситуация повернется так, что наростился цветонос, пошли бутоны, и у орхидейки остается вот такое состояние, я не дам ей цвести. Мне необходимо в первую очередь сейчас спасать, а вообще восстанавливать само растение. Я всегда, ребят, вам говорю, что цветение– это дело наживное. Мы в первую очередь всегда восстанавливаем, лечим, реанимируем, спасаем само растение. А когда оно уже будет в хорошем, в идеальном состоянии, пожалуйста, цвести сколько хочешь. Ребят, а в особенности, конечно, новички, я обращаюсь именно к вам. На собственном примере я вам показала, что не всегда цветение– это показатель того, что все с орхидеей хорошо. Показатель, что все с орхидеей хорошо– это отличный тургор, это прекрасный рост корневой системы даже. Ну, не гнилостный процесс, а именно хорошие, здоровые корни внутри посадки. Вот это идеальная орхидея. А если цветет, ну, я вам уже сказала, по каким причинам они могут цвести. Они неубиваемые. С одной стороны, эти орхидеи, конечно, можно и сказать так, что орхидею легко убить. Ее можно убить за 24 часа своими какими-то неправильными действиями, манипуляциями. В течение суток ее может не стать. Но с другой стороны, она очень благодарна. И не сегодня-завтра ей погибнуть, она вам даст это последнее цветение, о котором вы будете думать, что все с орхидеей хорошо. Всегда наблюдайте только лишь за листьями. Если начинает морщиниться, если начинает терять тургор, то это проблема. И также всегда смотрите именно за корневой системой. Именно листья морщинятся– это проблема с корневой системой. Если орхидея цветет, это не показатель ни к чему однозначно. Если вы видите такую ситуацию, что у вас орхидея, но в каком-то плачевном состоянии, я всегда говорю, если консультируются, спрашивают, ребят, удаляйте, обрезайте, отстригайте цветоносы, там сопли, вопли и все на свете. Но если вы не хотите придерживаться моим советам, которые я вам говорю, у орхидеи будет участь одна, она погибнет. Мы всегда спасаем в первую очередь растение. Потом мы добиваемся идеального ее состояния, чтобы все наросло, корни наросли, листья восстановили тургор. И когда она вот такая идеальная, полноценная, здоровая, только потом мы начинаем ей давать цвести. Думаю, что, ребят, вам было понятно, и вопросов у вас уже не останется, и вы в конце концов поймете, что цветение это не показатель идеального вообще состояния у орхидеи. Обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видео в своих социальных сетях. Всем всего самого доброго, всем пока.